Добрый день, друзья! Сегодня я покажу вам 4 мини-орхидейки. Они уже были представлены на канале, но были представлены вот так. 2 этих и 2 этих. Мы с ними проводили разные эксперименты. Сегодня 3 из них мы посадим в кашпо-лодочку, а одну я вам просто покажу, какие у нее успехи. Вот эти 2 орхидеи. Одна из них кобальт, другое название мы так и не определили. Был один цветочек маленький, и орхидея была в очень плохом таком пограничном состоянии. Там и корней было мало, и тургор листьев был весь потерян. Мы их пересаживали в перлит, это было в январе. Я вам еще раз их показывала. На первое видео ссылочку я обязательно оставлю в правом верхнем углу экрана и в описании под видео. Я вам еще их несколько раз показывала, их динамику роста. Кобальт выпустил вот под листиком маленький цветоносик. Но так как это орхидея взрослая, я ее покупала во взрослом состоянии, ей можно дать возможность нарастить этот цветоносик, и, может быть, зацветет 2-3 цветочками. Обычно первое домашнее цветение не бывает очень обильным. Следующее цветение, да, мы получим от него красивые цветы, много, но первое бывает такое очень скудное. Поэтому видите, какой малюсенький цветоносик. То, что касается корешков, растит хорошие корешки. Эта орхидея была в очень плохом состоянии. У нее было 3 листика всего, но за это время она начала растить листики. Точно так же растит корни. Эту орхидею мы будем пересаживать, поэтому корни посмотрим потом, при пересадке. А вот это еще один эксперимент, который мы делали с вами после 8 марта. Это орхидея бабочка Смарт. А это такой же цвет, как и у бабочки Смарт, только цветочки пилориком. Но мы знаем, что и бабочки, и пилорики это просто, садовники их называют мутантами. Мы такие орхидеи называем пилорики. Это у нас бабочка, будем считать, что это разная пилоричность. И вот с этими 2 орхидеями мы делали другой эксперимент. Как всегда у мини-орхидей, особенно при покупке зимой, у них черные шеи. Они так долго к нам едут, там неделю в прохладе, у них часто загнивают шеи. Поэтому бабочку мы обрабатывали привикуром, а пилорик мы обрабатывали максимом. И вот эти 3 орхидеи, посажу в свои любимые горшки-лодочки. Будем все орхидеи доставать из их грунта и посмотрим, какие наросли корни. Здесь понятно, что будет с корнями. А вот про эти орхидеи я вам еще хочу буквально 30 секунд рассказать. Обычно после посадки в перлит держу орхидеи на полках с хорошим освещением и в тепле. Но так получилось, что эти орхидеи находились на балконе. Пересаживали после 8 марта, буквально 9 марта вышло видео. Ссылочку на это видео я тоже вам оставлю в правом верхнем углу экрана, чтобы вы посмотрели, какие корни были у этих орхидей при пересадке. Я их поставила на балкон. А на балконе было прохладно. И вообще весна была очень прохладная. Поэтому на балконе было приблизительно 21 градус. Вот сейчас и посмотрим, как же растут корни в температуре меньше, чем им нужно. И это будет приблизительно так, как вы ставите свои реанимашки на подоконнике. Там тоже прохладно. И вот хорошо ли растут корни или плохо в таких условиях, вот на этих орхидеях мы это тоже сейчас увидим. Начнем вот с этой орхидеи, которая посажена в керамзит. Посмотрим, какие у нее корни.
Вот это, к слову, о том, прирастают ли орхидеи к пластику. Вот этот нижний корень очень хорошо прирос к пластиковому горшочку. Сейчас постараюсь аккуратненько, не поранив корень, его отделить. Просто пинцетом вовнутрь и чуть-чуть его подвинуть по пластику. Так, ну вот, что у нас получилось. Вот это старые корни, а это наросли новые. Все неплохо. Эту мы орхидею отставляем, мы ее не промывать не будем, ничего с ней делать не будем, потому что мы сейчас опять ее посадим в керамзит, и она будет дальше расти. Просто я сейчас уберу этот керамзит, чтобы не смешивать его с перлитом. Теперь посмотрим, как наросли корни после обработки Максимом. Перлит очень зеленеет на свету, поэтому корней как таковых я здесь вообще не вижу. И ни разу не видела. Поэтому мы сейчас с вами первый раз увидим, что же тут выросло. Ну что, динамика роста корней есть. Но появился и один гнилой корень, который мы сейчас просто удалим. Хорошая орхидея. А эту мы обрабатывали привикуром. Вот таким привикуром Energy. Потому что здесь прямо написано на упаковочке, что он корнеобразователь. И очень хорошо борется с разнообразными гнилями. Посмотрим. То, что мы видим просто на шее орхидеи. Два больших корня. Растут корни от шеи очень хорошо. С одной стороны и с другой. Корней у нее было очень мало. И тоже точно так же перлит зеленеет, поэтому ничего не видно. Не обращайте внимания на то, что корни зеленые и мокрые. Я буквально их вчера поливала. Так получается, что каждый раз я вам говорю, что я недавно поливала орхидеи. Действительно, недавно поливала орхидеи, а перлит очень долго просыхает. Тоже есть один гнилой корень, который мы уберем. И есть растущие корни. И если брать две орхидеи в сравнении, каким препаратом лучше обработать, для наращивания корней, я не вижу большой разницы. И тот, и другой сработал почти одинаково. Но то, что касается роста корней от шеи, так привикур, похоже, что лучше сработал. От шеи растут здесь корни лучше. Кто-то на заднем плане очень хочет понюхать цветок. И желательно, чтобы его не сломал. Рич, ну что так любопытно-то, помощник? Видимо, прохладное содержание, прохладное это 21-22 градуса было, не повлияло на рост корней. Но может быть
не повлияло потому, что там хорошее освещение. Очень хорошее освещение с 8 утра до 9 вечера. И росли они почти 3 месяца. 3 месяца в перлите. Неплохой результат. Вот от этой орхидеи я уберу черненькое основание с корешком. Ничем больше обрабатывать, конечно, не будем. Так. Здесь отпавший есть листик, вот маленькая чешуйка, вот они. Вот это можно убрать. Пинцетиком аккуратненько. И уберу цветонос. Он не засыхает, но и не нужен. У мини-орхидеек я цветоносы всегда срезаю. Тогда они зацветают быстрее. Поэтому цветонос убираем. Место среза обязательно обрабатываем перекисью водорода. У второй тоже уберу цветонос. Она отцвела, поэтому, может быть, тоже быстрее зацветет. Да не может быть, а быстрее зацветет. И у этих двух орхидей корни промою от перлита. Просто под струей воды смыла весь перлит. Если что-то осталось, корни приросли к перлиту, ну, я не отрываю, не вымываю это. Вот здесь немножко остался перлит. Нравится корешкам этот перлит, пусть останется. Перлит повторно не использую. Он зеленый, его невозможно не прокипятить. Это очень хрупкая такая структура, она прям в руках рассыпается. Поэтому повторному использованию не подлежит. Двойной горшочек калипсо, 2-литровый. Люблю в такие горшки сажать мини-орхидеи. Он с фитилем, но мне не нравится полив с таким фитилем. Это очень быстро все зеленеет, и приходится эту тряпочку убирать. Прекрасно и без фитиля живут орхидеи. Буду сажать вот так. 2 орхидейки одинакового цвета по краям, а эту в серединку. Хорошо, они очень хорошо помещаются. При групповой посадке обязательно нужно учитывать, что шеи орхидей должны быть обязательно все на одном уровне. Иначе одна у вас будет глубже, другая выше. Одну будете заливать, другая будет высыхать. Поэтому или придержите при посадке, или когда засыпите нижний слой, немножко поднимите орхидеи. В общем, будем делать так, чтобы они оказались все основания и шеи орхидеи, все были на одном уровне. Всегда стучу, чтобы выровнять немножечко там керамзит. И если нужно, подсыпать еще.
Вот такая посадка. Всегда много очень вопросов о моем керамзите. Сейчас вам покажу свой керамзит. Может быть, он на камеру или в горшке кажется идеальным, но здесь тоже много колотого керамзита. Он не всегда идеален. Я при покупке стараюсь посмотреть, там есть такое окошечко, стараюсь посмотреть в пакет, чтобы он был ровненький. Но очень часто попадается колотый керамзит. Но это неплохо совершенно. Такой колотый керамзит набирает в себя больше воды, чем ровненький. Немножко увеличивается влажность. Когда вы сажаете с колотым керамзитом, помните об этом, что корни нужно обязательно просушить. А в этом, как в пеностекло, набирается водичка. И держится там долго. Теперь все 3 орхидейки буду поливать по мере просушки корней. Сейчас посмотрим, кстати, видно ли какие-нибудь у нас корни. Да, немножко видно. Здесь, здесь. Вот здесь осталось видно корни. И через полив начну удобрять, потому что вот эту среднюю орхидейку удалось удобрять. Она жила в своем отдельном горшочке, а в перлите я никогда орхидеи не удобряю. То есть жду, пока они нарастят корни сами. Вот когда они сами все сделали, ну, не считая обработки Максимом или Привикуром, вот тогда они жизнеспособные. И потом их можно поливать с удобрениями. У меня сейчас удобрения, которым поливаются орхидеи, это азот, фосфор, калий по 17. Равноценное удобрение плюс микроэлементы. Можете поливать любым. Им сейчас нужно помочь расти. Это может быть удобрение с большим содержанием азота или равноценное, любое. Неважно, там 17 или 18 или 20. Просто равноценное удобрение. Плюс обязательно должны быть микроэлементы. Они сейчас порастут и обязательно к осени зацветут. И мы увидим с вами бабочку, пилорик и еще одну орхидейку нежно-сиреневую, с сиреневенькими такими темненькими полосочками. Ну, кому интересно посмотреть, как она цвела, переходите, посмотрите. Там был у нее один цветочек. Красивая очень орхидея. Ну вот и все. Ждем цветения. До новых встреч. Увидимся на канале.